Приветствую всех, друзья! Сегодня поговорим про токарный станок, который обладал необычной конструкцией направляющих. Это хорошо сконструированный маленький токарный станок Rundex RD200. Был изготовлен в Западном Берлине в начале 1950-х годов и мог работать со стандартными 8-мм цангами Лорх. Ранние версии были изготовлены в основном из алюминия, но в более поздних моделях использовался чугун. Токарный станок Rundex имел по сути две станины, верхняя из которых представляла собой стальной брус круглого сечения, по которому скользили каретка и задняя бабка, а под ним находился квадратный брус, служивший вспомогательной направляющей. Между двумя направляющими находился ходовой винт, который также служил и винтом для ручного перемещения каретки. Станок был небольших размеров, и как у всех станков такого типа маховик продольного перемещения находился на правом торце станка. Для включения ходового винта на передней поверхности передней бабки находился рычаг переключения муфты. Ну и конечно же есть гитара со сменными шестеренками и трензель. Шпиндель передней бабки вращается в бронзовых втулках. Довольно одиозную конструкцию имеет суппорт, на левом конце которого виднеется рычаг смыкания разрезной маточной гайки. Направляющая поперечной подачи имеет необычную форму стального бруса круглого сечения и, как ни странно, диаметр его больше, чем диаметр продольной направляющей. У станка есть даже поворотная малая продольная подача с двумя направляющими круглого сечения. Несмотря на такую странную конструкцию, данный станок не является уникальным, а идея, скорее всего, была позаимствована у станка под названием XE 2,5 дюйма, который начал свое производство еще в 1920 году и производился до 1939 года. Конечно же, здесь есть кое-какие отличительные особенности, как, например, расположение рукоятки переключения муфты, включающее вращение ходового винта при выполнении работ по резьбонарезанию. Нижняя направляющая прямоугольного сечения не была закреплена по всей длине к станине. Отсутствовала малая продольная подача. Однако общая концепция была весьма схожей. Ну а вы что думаете по этому поводу? Интересно бы узнать ваше мнение.